Привет, дорогие друзья! Итак, тот самый отчет ООН. Давайте разберем его внимательнее. Несмотря на ситуацию в Украине, Организация Объединенных Наций и ее мониторинговая миссия, по-моему, так называется, которая работает в Украине, они пытаются быть объективными и беспристрастными. А это сейчас крайне тяжело, поверьте. Сейчас проще делать так, как делают, собственно, все, пиарятся на этом. Выбегают в желто-синих флагах, устраивают истерику, как устроила Мелони, к примеру. Истерику, слюни, крики и все такое. È la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e del diritto internazionale. E questo è irresponsabile. Grazie. Быть беспристрастным, это, конечно, серьезно. Короче, выдали они свой отчет, который касается событий от 1 августа до 31 января нынешнего года, от 1 августа до 2022 года. И в нем ряд фактов. Давайте посмотрим, страница 26. С 24 февраля мониторинговая группа насчитала 91 случай произвольных задержаний или даже насильственных исчезновений, совершенных военными и силовиками, в основном по подозрению в коллаборационизме. Во второй, по-моему, или на третий день вторжения, то есть это было где-то 26, наверное, февраля, советник министра МВД, там есть такое, он же муж народного депутата от «Слуги народа», такой дурочки, я показывал ее, которая рассказала, что много наших депутатов, оказывается, перешли служить россиянам. Ну, ни одного примера не привела. Вот ее муж сообщил, что уничтожили они 60 диверсантов за первые сутки. Смотрите, друзья, кто были эти диверсанты? Во-первых, люди, которых ловили, рассказывали, что они рисовали метки для ракет. Если вы не знаете, российские ракеты летят на метки, которые мелками рисуют. Причем эти метки находились во дворах, к примеру, да, или там на крыше голубятин каких-то, непонятно где. Вот этих людей убивали. То есть их не просто задерживали, но есть видео, я это видео опубликовал, и оно до сих пор опубликовано на моем телеграм-канале, где человека убивают за то, что он якобы ставил такого рода метки. Далее. Мы помним, конечно, ситуацию с расстрелянным автомобилем, который произошел в Киеве, произошел расстрел. Я тогда начал об этом рассказывать везде, где только мог. Я начал показывать, смотрите, у нас есть фото тех, кто расстрелял, там стоял блокпост. Бывает всякое. Бывает всякое. Они на нерве, они первый раз получили автомат. Вчера бухали, сегодня с автоматом бегают по улице. Да? Они приняли этот джип за что-то там, но они убили целую семью. И чтобы такого не было, надо было сразу же бить во все колокола и говорить: стоп, такого делать нельзя, успокойтесь. Никто этого делать не начал, и они продолжили убивать. Убивали на выезде из Киева, убивали в областях. Это факт. Это факты, о которых говорят даже упоротые нации. Националисты, продолжим так. Упоротые националисты заявляли об этом. Были убиты сотрудники разведки. Это не имею в виду тех, которые в Киеве. Были убиты сотрудники разведки в области. Некоторые теробороновцы были абсолютно неадекватными. Они задерживали людей, применяли по отношению к ним пытки. Теперь об этом написала ООН. 79 мужчин, 12 женщин. Из-за особенностей законодательства, позволяющего задерживать без обвинения на срок до 3 дней, есть риск, что за этот период силовики, в том числе СБУ, заставляли оговорить себя. По меньшей мере в 43% случаев указанных пытки применялись: избиение, удары током, угрозы казнью, изнасилованием близких. Практически половина задержанных, к ним применялись пытки и обещали им изнасиловать их близких, в частности, как сообщают опять-таки эти же лица, детей. Эта практика была повсеместная. Это не только и, может быть, даже и не столько столичная практика, но в областях применялась та же самая история. Плюс запугивали, что мы сейчас приведем сюда азовцев. Я не знаю, где они могли взять азовцев, но тем не менее вот такое вот рассказывали. Вот придут сюда азовцы, они сейчас с тобой поработают. Ну, как жупел, вот запугать, да. Страница 27. В апреле 22-го теробороны был задержан 17-летний подросток в Донецкой области, который под угрозами его семье признался на видеокамеру, что передавал позиции ВСУ. Его держали в одиночке, не разъяснив ему его права, не давая кипяченой воды. При этом разбирательство по его делу проходило прямо в тюремной камере. Его обвиняют в госизмене, ему грозит 15 лет лишения свободы.
Они устраивали суды прямо по месту. Иногда эти суды выносили, к сожалению, смертный приговор. Ну, я суды, конечно, кавычу. То, во что превратилось 24 февраля вообще судебная система Украины, это просто жесть. Но, тем не менее, они устраивали нечто еще хуже прямо там по месту. То, о чем говорили многие, то, что не имело никакого отношения никакой российской пропаганде, потому что они убивали своих собственных граждан абсолютно по надуманным причинам. Давайте вспомним ситуацию, когда тероборона приняла за диверсантов группу украинских военнослужащих в Киеве. Когда их убивали, а есть видео, как их догоняют, добивают, да, один из них прячется раненый уже за автомобилем. Это все происходило среди белого дня. Тогда утверждали люди, что это украинские военнослужащие. Но нет же, это прорвалась группа диверсантов. Позже Зеленский сам начал рассказывать этот бред сумасшедшего о том, что диверсанты захватывали там центр Киева и все такое. Позже выяснилось, что это военнослужащие. Военнослужащие ВСУ. Их сейчас родственники пытаются добиться справедливости и вынесения приговоров их убийцам. Страница 29. ООН получила десятки сообщений об убийствах изменников, в кавычках, по обвинениям в коллаборационизме с 24 февраля 2022 года. Причем лиц, которые не могут считаться военными целями. Преступники, то есть убийцы, говоря прямым текстом, остаются ненаказанными. Некоторые из них не найдены. На самом деле, иногда качество съемки не позволяло определить четко. Иногда снимающий находился не лицом, а иногда они светили лицом без проблем. Иногда эти убийцы известны, но они не наказаны. Почему они не наказаны? Потому что многие из них имеют отношение к власти или действовали от имени властей. Или же убийство человека, которого посчитали коллаборантом, просто по надуманной причине. Кто-то когда-то где-то кому-то что-то сказал. Это было время выяснения отношений с соседями. Но это было время, когда можно было сказать, да и сейчас это время остается. Да? Вот он там пророссийский там коллаборант. И все к нему пошли, его зарезали, к примеру. Никто этих людей не наказывал. Неизвестно практически ни одного случая. ООН неизвестно, когда бы эти люди были наказаны. Подвергались казням и пыткам не только гражданские лица, но и военнопленные. Об этом тоже сказали ООН. Страница 35. УВКПЧ приветствует заявление Генпрокуратуры Украины, которая намерена расследовать случаи ненадлежащего обращения с пленными, но сожалеет о том, что прогресса в этом нет. Ни одно дело не вынесли на рассмотрение суда. Из открытых источников в интервью ООН узнали о 7 случаях, в ходе которых суммарно были, предположительно ВСУ, казнены около 25 военнопленных и вышедших из строя, то есть тех, кто уже не оказывал вооруженное сопротивление. В отношении 5 из этих случаев с 22 жертвами Украина начала досудебное расследование, но к результату это не привело. Почему Киев вынужден был начинать расследование по данным фактам? Потому что Киев вынуждало международное сообщество. Мы можем вспомнить Малую Рогань, когда были простреляны на колени, потом их сожгли, я так понимаю, этих пленных. И тогда эту тему единственное, что перебило, это перебила Буча. А так, когда это попадает в западную прессу, тогда Киев начинает шевелиться. Но достаточно интересным образом. К примеру, омбудсмен Лубенец, который регулярно встречается с омбудсменом Российской Федерации Москальковой, о чем она докладывает своим читателям в Телеграм, отрицает, что представители ООН в разговорах с ним затрагивали тему обращения с российскими военнопленными и уверяет, что Украина придерживается Женевской конвенции международного права, и это Россия преступно вторглась на украинскую землю. Этого никто не отрицает. Но если продолжать мысль и говорить о том, что мы можем не соблюдать Женевскую конвенцию из-за того, что Россия преступно вторглась, то это может привести к последствиям серьезным. Вообще для законодательного уровня, причем когда это звучит из уст омбудсмена, диковато. Ранее он оправдывал расстрел сдавшихся в плен российских солдат тем, что это была инсценировка. Мониторинговая миссия ООН тогда призывала расследовать все обстоятельства, а Генпрокуратура начала расследовать дело против самих расстрелянных, потому что они нарушили обычаи войны. Важное, очень важное в этом отчете это то, что Зеленский творит с церковью. Потому что целый раздел
страница 31-32, посвящен посягательствам на свободу вероисповедания. Называют 3 закона, которые идут вразрез с этим правом. Законопроект номер 8221 запрещает на территории Украины деятельность РПЦ вместе с религиозными организациями, которые с ней связаны, включая запрет на аренду имущества. Также законопроект предусматривает запрет на использование термина «православный» в названиях религиозных организаций, которые не связаны с ПЦУ. Запрет носить название «православный» по отношению к УПЦ. А только ПЦУ теперь могут называться так. Вы понимаете вообще что это? Вы понимаете, чем это от этого вообще пахнет, воняет? Ну, если это то же самое, что заявить баптисты, к примеру, там, протестанты и так далее, они не имеют права называться христианами. Христианами имеют право называться только вот ПЦУ, к примеру. Вот это же то же самое. Как это? Приватизировали православие? В ООН на это обратили внимание, и за это им респект, конечно. Законопроект номер 8262 также запрещает религиозным организациям, связанным с Российской Федерацией, арендовать государственное и муниципальное имущество. Но кроме этого он упрощает процедуру перехода религиозных общин из одной религиозной организации в другую. Это практика, которая была введена при Порошенко, когда отжимали целые приходы при помощи неких неназванных патриотов, которые выезжали туда целыми группами на автобусах и так далее. Как можно доказать связь какой-то церковной организации с Российской Федерацией? Никак, ее не надо доказывать. В Украине давным-давно доказательство своей невиновности возложено на того, кого обвиняют. И он этого сделать зачастую не может. Поэтому достаточно обвинений, просто он работает на Российскую Федерацию. Все. Это постоянно происходит. Я это видел годами. Я это вижу и сейчас. Далее, законопроект 8371 вводит процедуру распуска религиозных организаций, чьи центры принятия решений расположены вне Украины, в стране, которая ведет против нее войну. Это очень и очень хорошо, да великолепно. Только доказать это невозможно. Где это будет доказано, без проблем. Но этого никто не собирается доказывать. Законопроекты, которые разрабатываются слугами народа Зеленского, они не нуждаются вообще, не надо проводить никакого следствия. Достаточно прочел, вот в Российской Федерации центр принятия решений. Докажи, что нет там центра принятия решений. Не можешь доказать, пошел вон. Вытряхнули, имущество забрали. Это отжатие, просто отжатие церковного имущества. И, конечно же, приходов. СБУ проводила мероприятия по безопасности, а точнее обыски в монастырях и в других учреждениях УПЦ в ряде городов, допрашивали священников на детекторе лжи. Это все об этом говорят. В ООН опасаются, что такая деятельность может быть дискриминационной. Очень интересная реакция МИДа Украины. К примеру, они заявляют о том, что нельзя приравнивать жертву и агрессора. Конечно, нельзя. И Украина имеет право на ответ. Правильно, но только в статье 52 Устава ООН ничего не говорится о том, что нужно отвечать по принципу око за око, зуб за зуб. На странице номер 13 зафиксировано, как уже российские солдаты совершают насилие, расстреливают судмедэкспертов, отрезают пальцы медсестрам и так далее. Тут дело в чем? Что если кто-то совершает какое-то насилие, то этот кто-то должен быть осужден. Если, хорошо, в случае с российскими солдатами это достаточно затруднительно, но в случае с украинскими священниками что? Если у вас есть какое-то обоснованное подозрение, предъявляйте это подозрение, предъявляете весь массив доказательств и судите. Это обычная тема. Сейчас в Украине это не работает вообще. Достаточно просто назвать кого-то российским агентом. Все. На что способен этот доклад? Это важно. Важно хотя бы просто произносить правду. Сейчас в современном мире важно хотя бы просто произносить правду или хотя бы давать какую-то альтернативу всеобщему этому дегенеративному безумию. На что конкретно он способен повлиять? Я думаю, ни на что. То есть, опять-таки, это важно. Если ничего не делать, то ничего не будет. Надо добиваться прекращения внесудебных расправ внутри Украины. Это ненормальная история. Надо добиваться осуждения, хотя бы общественного какого-то осуждения, хотя бы политического осуждения для долбанных убийц из службы безопасности Украины, вот этих теробороновцев. Это психически нездоровые люди, которые убили десятки людей. И эти люди потом будут в обществе, это ненормально, да? Но с другой стороны, Зеленский уже давно предлагал свою альтернативу, не только НАТО, но и ООН, потому что ООН сейчас... Явно уже виден этот конфликт даже внутри ООН.
как было в свое время с Amnesty International, та же самая история здесь. Кто-то хочет сказать правду просто потому, что это их работа. Сказать, вот и все, мы зафиксировали вот это, мы зафиксировали вот это. А кому-то нужно, чтобы этой фиксации не было. И я думаю, победят вторые, потому что мир говняный. Пока.